Планета Некрас умирала. Ее солнце, некогда яркое и золотое, теперь раздулось до болезненно-багрового гиганта, пожирающего горизонт. Небосвод дрожал от сирен орбитальной бомбардировки. Флот Империи Пустоты начал зачистку сектора. Кайл, молодой послушник Ордена Хранителей Света, стоял у огромных ворот родового склепа. Его руки дрожали, пальцы лихорадочно бегали по голографической панели управления. «Я почти закончил. Протоколы консервации запущены. Я смогу сохранить матрицы памяти моего отца и предков. Они переживут бомбардировку». За его спиной, спокойный как скала среди бушующего океана, стоял мастер Элиан. Его плащ трепал горячий ветер, но рука твердо лежала на рукояти плазменного клинка. Он не смотрел на склеп. Он смотрел на космопорт вдали, где последний эвакуационный транспорт пытался взлететь, но его двигатели сбоили. «Кайл, нам нужно уходить. Транспорт Ковчег-4 перегружен. Им нужен пилот, способный синхронизироваться с ядром навигации. Только твой дар может вывести их через блокаду». «Но я не могу бросить их. Здесь история моего рода. Здесь мой отец, точнее его энграмма. Если я уйду, системы защиты отключатся, и все будет уничтожено. Я должен завершить ритуал погребения памяти». Мастер Элиан шагнул к ученику. В его глазах не было гнева, только глубокая, пронзительная печаль и строгость. «Посмотри на них, Каэл. Не глазами, а духом». Мастер положил руку на плечо юноши, и мир для Каэла изменился. Сквозь материальную оболочку он увидел энергетическую суть происходящего. Склеп, который он так отчаянно защищал, был черен. Внутри капсул лежали тела и цифровые копии сознаний, но в них не было света. Это был холодный, статичный код, бесконечный цикл повторения прошлого. Затем Элиан указал на город, окружающий космопорт. Там в панике метались тысячи людей. Многие из них, мародеры и имперские солдаты, тоже виделись Каэлу тусклыми, почти погасшими тенями. Они грабили магазины перед лицом смерти. Они стреляли друг в друга ради места в бункере. «Видишь тех, кто остается ради вещей, ради камней, ради власти над пеплом? Они уже мертвы. Их тела бегут, их рты кричат, но их души давно отключились от источника света. Они выбрали тлен». Но затем взгляд Каэла упал на транспортник. Внутри него пульсировали сотни ярких огоньков. Дети, старики, раненые, те, кто молился, те, кто надеялся, те, чьи души были живы и жаждали спасения. Это было чистое пламя жизни. «Ты хочешь остаться здесь, чтобы сторожить прах и цифры? Ты хочешь служить смерти, когда жизнь взывает о помощи?» Но это мой долг — похоронить прошлое. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Слова ударили Каэла, как электрический разряд. «Те, кто духом мертв, — продолжил мастер, кивнув на мародеров и автоматические системы обороны, — пусть они занимаются этим миром. Пусть роботы хоронят данные. Пусть одержимые материей погибают вместе с материей. Им некуда больше идти, они привязаны к земле. Но ты носишь в себе искру. Если ты останешься ради мертвого ритуала, ты сам погаснешь. Ты станешь частью этого кладбища. Твой долг не перед прошлым, а перед вечностью. Иди и спасай тех, в ком еще теплится жизнь». В небе вспыхнула ослепительная вспышка. Крейсера Империи начали орбитальный залп. Щиты склепа замерцали. Каэл посмотрел на панель управления, где мигала надпись «Загрузка 98%». Потом он посмотрел на далекий корабль, полный живых душ, который без него был обречен превратиться в братскую могилу. Он понял,
Охранять тело, когда душа улетела, бессмысленно. Охранять память, когда некому будет помнить, тщетно. Быть живым значит служить живой вечности, а не идолам прошлого. Каэл выхватил свой плазменный меч и одним ударом разбил консоль управления. Голограммы погасли. Двери склепа начали медленно закрываться аварийными заслонками. Пусть прах покоится с миром. Нам нужно к кораблю. Они бежали сквозь руины, уворачиваясь от падающих обломков. Каэл чувствовал, как с каждым шагом тяжесть долга спадает с него, сменяясь ясным, звенящим ощущением цели. Через час, когда Ковчег-4 прорвал блокаду и ушел в гиперпространство, Каэл сидел в кресле пилота. Планета Некрос позади превратилась в огненный шар, но здесь, в рубке, вокруг него сияли глаза спасенных людей. Мастер Элиан подошел к нему и тихо сказал: «Сегодня ты не просто спас людей, сегодня твой дух увидел свет». У тебя своя правда, а у меня своя. Но истина одна, ей верна земля. Что посеял ты, то и пожнешь тут сам. Закон духовный, тих, он как Божий храм. Что успел ты сделать, чем гордится брат? В день ли ты нырял или веру растратил? Глубоко копни себя самого, может, там найдешь дорогу в свое. Правда у каждого, правда своя, но истина светит, как солнце, края. Не скроют ее ни слова и ни дым. Она не подвластна умам чуждым. Время как река, быстрая волна, мчит нас всех вперед в объятия сна. Правда разрежет свистом этот глад, как нож по воде, оставляя следы. Слушай сердце зов, смотри в глаза. Ответит жизнь ясно здесь и сейчас. Не гони мечты, где разум слаб. Твоя правда в твоих ходах. Правда у каждого, правда своя, но истина светит, как солнце, края.